Приветствую вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам! Красивых, здоровых растений в саду. Сегодня именно садовым растениям и не только посвящен агрогороскоп зеленых операций, плюс еще и обрезки садовых растений на сентябрь 2022 года. Время киевское. Напоминаю, что начало у нас сентября, это уже растущая луна, заканчивается первая фаза. А значит, на растущей луне нельзя заниматься обрезкой садовых растений. Теряется энергия, соки, и растения постепенно погибают. Ну и плюс ко всему накладывается энергия стихии воды. Первого, второго нельзя обрезать. Далее переход луны из первой во вторую фазу третьего, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 будет полнолуние. Сожженный путь полнолуния завершается 12 утром, даже 13, 12 включительно сожженный путь полнолуния. Вот этот длительный период нельзя заниматься обрезкой садовых растений. Ну и не проводите зеленые операции на своих овощных и цветочных растениях. Нужно очень внимательными быть в этом плане. И начинается вот уже 13, 14, 15 в Тельце замечательное время для проведения зеленых операций и для того, чтобы начинать обрезку садовых растений. У каждого свои задачи, у кого-то санитарная обрезка. Но вот в этом знаке и уже убывающая луна можно начинать эти работы. Далее 16 и 17 это время близнецов, стихия воздуха, тоже очень хорошо проводить зеленые операции на любых растениях и обрезку садовых растений. Но вот тут убывающая луна, но вносит свои коррективы. Луна в знаке стихии воды, в знаке рак. И вот эти энергии будут нам мешать заниматься обрезками, и обрезкой зеленых частей растений, и обрезкой других уже древесневших частей растений в саду. В раке 18, 19 и 20 все 3 дня нельзя проводить зеленые операции и нельзя обрезать садовые растения. Но после такого перерыва у нас снова будут 2 дня хороших. Во Льве 21 и 22, это все у нас убывающая луна, проводим и зеленые операции, и обрезку растений. Ну и снова у нас знак Девы у нас будет 23, 24 и 25. Всегда мне задаете вопрос, почему нельзя в эти дни, допустим, в Деве вообще нельзя обрезать ни на растущую, ни на убывающую луну. Мы столько раз уже потеряли растений, и поэтому сразу же делимся с вами опытом. Но если вы хотите размножить в знаке Дева растения, тоже розу или еще что-то, вы можете использовать. Вы только нарезаете ровно сколько вам надо череночков. Это череночки. Это не обрезка, это исключение из правил. Мы это проверили, черенки хорошо укореняются. Поэтому, еще раз напоминаю, 23, 25 и 24 мы не проводим зеленые операции. Ну и снова у нас 26 и 27 это знак Весы, причем 26 это новолуние, прекрасное время в новолуние, да еще в такой знак провести зеленые операции. Но вот только 26 и 27. Затем снова знак стихии воды, Скорпион, 28 и 29 не проводим зеленые операции. И еще один день в этом месяце уже Луна вышла из Гекаты и начинается постепенно рост Луны. Вот этот день еще можно использовать, это уже конец сентября, можно использовать для проведения зеленых операций и для обрезки садовых растений. Ну и напомню еще раз, у нас знак Козерог. Тоже здесь нельзя зеленые операции, но мы можем нарезать черенки для укоренения. Это тоже исключение из правил. В Козероге только растущая луна, вот где нельзя срезать с растений
большие ветки, но черенки можно, маленькие череночки нарезайте ровно столько, сколько нужно для размножения. Вот это у нас вот такое важное сообщение. Тереза, смотрите, прекрасный после сожженного пути полнолуния. Вот я бы советовала именно в этом знаке, хорошая корневая система, и запланируйте, пожалуйста, именно на этот период проведение вот этих всех нарезки черенков и укоренения черенков в сентябре месяце. У нас уже отдельно есть агрогороскоп. Вот этот период очень хороший. Ну что ж, мы поделились с вами своей информацией, своим планом работ в саду по вопросу обрезки и зеленых операций. А мы, это авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик, прощаемся с вами. Сейчас только остается сделать скрин. Пока вы будете делать скрин агрогороскопа зеленых операций на сентябрь 2022 года, мы вам желаем еще раз мира и добра, а также здравия. Здравия вам, вашим родным и близким, и здравия вашим садовым, овощным, цветочным растениям, чтобы они были здоровы и радовали вас своим видом и урожаем от цветы своей красотой. Ну что ж, прощаемся до следующего видео. Пока-пока!